Всем привет! Это канал Сеймэй, культ фигурного катания, и я рада вас видеть на своем канале. В последнее время на меня подписалось достаточное количество людей, что меня не может, конечно же, не радовать. Причем подписалось достаточное количество из Японии, из других каких-то стран. Мне, конечно, это очень волнительно и невероятно приятно, но я думаю, что следует немножко рассказать о себе, познакомиться снова, для того, чтобы всем было комфортно и удобно находиться на моем канале. Меня зовут Гульназ, и я уже больше 20 лет являюсь фанаткой такого прекрасного вида спорта, как фигурное катание. Мои самые-самые любимые фигуристы – это швейцарский фигурист Стефан Лангьель и, конечно же, японский принц Юдзуро Ханью. Я большая фанатка именно мужской одиночки, хотя, конечно же, я люблю смотреть и за девушками, и за танцами, и за парами, и иногда пытаюсь разбавить контент Юдзуро как раз-таки другими спортсменами. Сегодня как раз будет такое видео. Я очень благодарна всем, кто подписывается, кто оставляет комментарии. Также я оформила свой канал на Boosty и буду безмерно вам благодарна, если вы будете там также меня поддерживать. Вся информация будет в инфобоксе ниже, так что я вас везде безумно рада приветствовать. Ну, о чем же сегодня будет наш репортаж? На этой неделе появилось очень такое волнительное сообщение из российского спорта о том, что наш любимый Михаил Коляда берет перерыв в спортивной карьере. Он пришел на подкаст Максиму Тронькову и как раз-таки там объявил, что ему нужно отдохнуть, переключиться и перезагрузиться. Я полностью посмотрела этот подкаст. На самом деле у меня очень приятные впечатления остались после этого разговора с Мишей. Если вы не смотрели это интервью, я вам сейчас вкратце расскажу и также хотела бы вспомнить самые, наверное, такие классные прокаты Миши и вообще вспомнить, чем он запомнился до 2023 года и каким мы его ждем. А мы его обязательно с вами ждем. Так что давайте поскорее с вами начнем разговор о Михаиле Коляде. Итак, во-первых, само интервью. Миша у нас, конечно же, человек, который прошел огонь и воду, и Максим Троньков об этом говорит, и о том, что, наверное, ни одному из российских спортсменов столько не влетало, как Мише Коляде. По поводу регалий Миши я вот себе выписала, какие места более-менее серьезные занимал Коляда и какие успехи у него были. Во-первых, Михаил Коляда у нас является олимпийским чемпионом в команде 2018 года в Корее. Тогда наша команда заняла второе место, серебряный призер. Также классная его награда, наверное, такая самая тоже знаковая, я думаю, то, что он становился бронзовым призером чемпионата мира в 2018 году. Сразу же после Олимпиады у него получилось. К моему большому сожалению, оказывается, Миша никогда не был чемпионом Европы. Я понимаю, что Миша ворвался тогда, когда на европейском подиуме у нас просто никому не давал шанс, никого не подпускал к первому месту испанец Хавьер Фернандес, поэтому, конечно же, не получалось. Но на чемпионате Европы он был третьим аж в 2017 и 2018 году. Я буду немножко подсматривать, потому что сделала некоторые записи. Также он трехкратный чемпион России в 2017, 2018 и в 2021 году. Так что, в принципе, спортсмен Миша очень титулованный. Он долгое время занимался у Чеботаревой, и в 2020 году, когда была вся эта пандемия, весь этот кошмар, он перешел в группу Алексею Мишину, и вот тогда, наверное, началась его такая звездная карьера. Вообще, я думаю, что вы прекрасно знаете, что Мишу так просто не разболтать, он достаточно закрытый человек, все всегда ждут его улыбку, главное улыбка сборной. Если он улыбается, это действительно что-то такое теплое, уютное, но улыбку надо прям выпросить у него, и Троньков об этом как раз-таки говорил. Очень классно, что Миша много времени отводит своей семье, у него есть прекрасная жена, и вот как раз-таки сейчас во время отпуска он с ней отдыхал в Липецке, там он нашел каких-то бездомных котят, их пристраивал, и это тоже для меня, знаете, было открытием, что Миша такой очень добрый человек. По поводу того, что он хочет взять
паузу. Конечно же, его беспокоит травмы. Мы все прекрасно знаем путь, который он прошел непростой перед Олимпиадой в Пекине. Да, мы помним травму перед чемпионатом Европы в 2022 году, потом этот ковид несчастный и в течение прошлого сезона постоянные какие-то боли. Плюс, конечно же, с менталкой. Есть определенные какие-то проблемы, надо успокоиться, видимо, надо подумать, для чего я все это делаю и прочее. И мне очень здорово показалось, что Миша хочет попробовать себя в чем-то новом. Ему очень понравилось участвовать в шоу. Например, он ездит с Авербухом. Он начал вести соцсети. У него есть телеграм-канал. Если я найду тоже в инфобоксе, оставлю, обязательно подписывайтесь, следите за Мишей. Мне кажется, это будет что-то интересное. И он хочет попробовать себя в блогерстве. Это круто, это классно. Мне кажется, это то, что человека как раз-таки раскрывает, да, его талант, его творчество. Так что вот он хочет немножко переосмыслить, но он хочет вернуться, то есть он не говорит, что это конец его карьеры. Он упоминал Евгения Плющенко, который возвращался чуть ли там не 2 раза, и так что у Миши, возможно, есть потенциал, и, конечно же, этот потенциал полностью не раскрыт. Вообще, многие в комментариях под подкастом начали писать, что Миша, забей уже на спорт, куда ты будешь возвращаться, уже силы не те. Очень понравился пост Алексея Ягудина, который сказал, что я благодарен тебе как фигуристу, ты мне очень симпатичен как человек, но возвращаться, наверное, не стоит. Я считаю, что Миша сам решит, стоит, не стоит. Я в любом случае его поддержу, и я люблю Мишу Коляду, люблю его прокаты, и мне всегда будет приятно следить за ним. С четверными прыжками, без четверных прыжков. Это определенная классная страница в истории фигурного катания. И, безусловно, фигурное катание было бы неполным без Миши. Так что, Миша, мы тебя ждем. Отдыхай, развивайся, учись чему-то новому, но обязательно возвращайся на лед. Может быть, в качестве там хореографа, тренера, кто его знает, поживем, увидим. Хотя Миша в подкасте сказал, что пока что он не видит себя в роли тренера, как бы пока ему это не интересно. Что еще интересного было в подкасте? Было интересно, оказывается, то, что когда Миша работал с Ильей Авербухом, а Илья ставил ему несколько программ, знаменитый «Белый ворон», о которой я скажу, и последняя танго в «Сумасшедшем доме». И Миша на самом деле не просто так стоял и слушал Илью Авербуха, он много предлагал своих идей, он полноправно участвовал в создании своих программ. И это тоже для меня неожиданность, потому что мне казалось, что Миша больше такой, знаете, ему скажут, он делает. Он такой очень трудоголик, мне казалось, а тут на самом деле такой генератор идей, и это тоже здорово. Очень интересно было послушать мысли Миши о шоу-турнире. Помните «Русский вызов»? Кстати говоря, то видео, которое я выпускала, оно было безумно каким-то популярным оказалось, причем как в негативном свете, так и в позитивном свете. Если вы не смотрели обзор на шоу-турнир «Русский вызов», посмотрите, я где-то ссылочку оставлю. Так вот, мы-то, фанаты, воспринимали этот шоу-турнир как что-то несерьезное, согласитесь, ну было такое. А Миша на 100% выложился, он долго готовился, «Je suis Маля», если не ошибаюсь, он катал под эту песню. И он сказал, что такого никогда не было ни на Олимпиадах, ни на чемпионатах, что потом ему приходилось несколько дней просто отходить от этого выступления. И я подумала, боже. Хотя на самом деле, когда я смотрела его прокат, меня как-то не впечатлил. Я вот подумала, что, наверное, надо пересмотреть. И если не ошибаюсь, Миша тогда завоевал, по-моему, аж... Какое место он завоевал? Мне кажется, второе. Нет, второе. Там были Коцалапов, Синицын. Ну, короче, много-много положительных комментариев Миша тогда собрал после программы. Он в тройку не вошел, получается, что ли, Синицын, Коцалапова вторые, Щербакова вроде третья. Не помню честно, но Миша прям такой, знаете, он ко всем стартам, даже, оказывается, вот этим всяким шоу, контрольным прокатам очень серьезно относится. Ну вот, разве не молодец? Далее очень милую историю он рассказал про Мишина. Вообще он сказал, что на самом деле, когда перешел к нему
тренироваться, все приходилось изучать заново, раскрывать себя по-другому. И очень жаль, что раньше он по одной дорожке шел и никак не раскрывался, а теперь приходилось учиться. И недавно он съездил на дачу к Мишину, и ему дали какой-то там куст, что ли, то ли какую-то культуру высаживать на даче. То есть тоже такая милая, оказывается, история взаимоотношений между учителем и учеником. Мишин, он такой приятный, мне кажется, человек со всех сторон. Ну вот также Миша рассказал про то, что вот Ламбель, когда, видимо, с ним работал какое-то время, говорил, что Миша, торопишься, куда ты бежишь, надо успокоиться. И вот это успокоение Миша как раз-таки нашел в группе у Алексея Мишина. Интересная история была о том, как он попал в фигурное катание, что мама его отвела на каток в 5 лет, он оттуда и убегал, и на футбол записывался, но все равно почему-то возвращался на каток, на лед. И вот я подумала, что а если бы он забил бы на фигурное катание, мы бы не узнали о Мише. Мне кажется, это была бы потеря. Сейчас без сарказма, без всего, все-таки российское фигурное катание и Миша Коляда – это уже такая очень прочная, крепкая связь. И вот еще неожиданный контент от Миши. Он сказал, что он сожалеет о том, что он не прыгнул четверной аксель. Я, когда это услышала, подумала: Юдзуру, подвинься немножко, оказывается, ты не один. Просто Миша никогда не говорил про четверной аксель. И выложено было видео, где Миша делает четверной аксель на удочке. В принципе, Юдзуру тоже делал на удочке. Я подумала, вот Юдзуру говорил несколько лет про четвертой аксель, столько было боли, столько было травм, столько было усилий положено, да, оказывается, Миша втайне что-то тренировал, а в итоге четверной аксель прыгнул Илья Малинин, молодой задорный парень. Вот тоже, казалось бы, судьба такая злодейка, да, хочешь, но не все получается, хотя я думаю, что у Идзуру обязательно получится четверной аксель, но не может не получиться. Далее у Миши спросили его любимые места в Петербурге, и, знаете, здесь мне хотелось обнять Мишу, потому что я такая же. Он сказал, что он мало гуляет, что в основном у него тренировки, а выходные хочется провести дома, и что вот место его силы – это его дом. Это вот точно я такая же. То есть меня не привлекают никакие там ни горы, ни реки, ни какие-то достопримечательности. Дайте мне мою кроватку, одеяло, и я буду наслаждаться этим долгожданным отдыхом. По поводу его самой знаменитой программы «Миша Коляды. Белый ворон» тоже в подкасте было сказано, что была тщательная подготовка, что он много прочитал про Рудольфа Нуриева, что ходили в какой-то там музей, с Цискоридзе он общался, и он прям проживал этого человека, и это здорово, когда такая работа проводится, а не просто катается под очередную музыку. И, в принципе, подкаст вот на такой легкой ноте он завершился, то есть я основные какие-то вещи вам сказала, и коли я заговорила про Белого ворона, я хочу вам посоветовать, наверное, топ-5 программ Миши Коляды, которые достойны внимания. На самом деле, мне было странно узнать, что первый дебютный чемпионат мира у Миши был в 2016 году, то есть сравнительно недавно. Ему был уже 21 год, и тогда он якобы занял 4-е место. Я, конечно, могу что-то путать, но вроде так. Таким ярким прокатом у Миши была его короткая программа на чемпионате мира в 2018 году. Это программа микс из какого-то такого танго и концертной композиции Моцарта. Костюм бело-черный, такой очень сдержанный, но в то же время очень такой под музыку. Музыка Моцарта узнаваема, она тяжелая, она нетипичная. То есть это не веселый Моцарт, который скачет по нотам. Это очень душераздирающая, мне кажется, такая музыка, под которой очень тяжело катать, но Миша справился. И вот уже тогда, в 2017 году, была видна линия, чистота этих линий. Да, прыжковый набор, может быть, был какой-то такой не супер классный, он прыгал тогда только каскад, четверной тулуп плюс тройной тулуп, я так поняла, что это его коронный прыжок. Но знаете, в этом выступлении, в этой программе есть какая-то сдержанная красота. Я обожаю вот этот
концерт фортепиано Моцарта. Вам безумно советую посмотреть. Тоже ссылки постараюсь оставить в инфобоксе. Следующая программа Миши, которая мне очень нравится, это произвольная программа на чемпионате мира в 2019 году в Сайтаме под Кармен, где он в красном таком костюме. Казалось бы, Кармен избитая, уже никому не интересно этот красный костюм. Есть вообще такая, знаете, опасность брать Кармен, брать вот такие вещи, потому что это, ну, это очень скучно уже, кажется, глаз у нас замылен. Но такая стать у Миши, такая осанка, именно акцентные движения. Прыжками у него тоже мало что получилось, конечно. Опять же, четверной тулуп плюс тройной тулуп был каскад, перекат был с четверного тулупа, а дальше пошли только тройные прыжки. Понятно, что с таким набором уже тогда на чемпионате мира в 2019 году ну, нельзя было взобраться на пьедестал, но вот если мы говорим про мужскую красоту в фигурном катании, если мы говорим про грациозность мужскую, то вот эта Кармен, она идеальна. Мне не скучно было смотреть это выступление, и вот вам тоже советую, вот если вы хотите посмотреть на что такое мужское фигурное катание, вот эта программа, мне кажется, одно из олицетворений. Ну, про «Белый ворон». У меня есть история, связанная с «Белым вороном». Я посмотрела его первый раз на контрольных прокатах в 2020 году, получается. Катать он будет еще на чемпионате мира 21 в Стокгольме. Я смотрела, и у меня мурашки по коже. Я не узнавала Мишу, потому что это хрустальная работа. Он как будто боится, знаете, лишний звук какой-то, чтобы там из-под конька вырывался. Настолько работа тяжелейшая, где он передает весь трагизм истории во второй половине программы, судьбу человека проживая через себя. Да, прыжковый набор, как обычно, да, вот этот вот четверной тулуп, тройной тулуп, там упал он на чемпионате мира из флипа, из других каких-то позиций, но вот это погружение, оно куда важнее, и оно сводит тебя с ума. И я подумала, что это лучшая программа того сезона. То есть я помню, что вот я Нейтана смотрела, Юдзуру, естественно, смотрела, но мурашки оставил именно «Белый ворон». Как вам вообще «Белый ворон»? Потому что в основном я вижу только положительные отзывы с этой программы, с этого выступления, несмотря на все эти падения. Надеюсь, что все-таки «Белый ворон», он как-то вот так вот отличается с хорошей стороны. Еще какие программы? Короткая программа «Щелкунчик» на Кубки Первого канала. Это прошлый сезон, позапрошлый сезон короткая. Есть версия с красным мундиром, есть с белым мундиром. На самом деле я неоднозначно отношусь к «Щелкунчику», потому что мне не хватает эмоций. Но я так поняла, что это и задумано, да, что это деревянные куклы, которые там, в принципе, сдержаны. Но знаете, «Щелкунчик» — это вот сказка на льду, это балет, это грациозность. И вот я поражаюсь все-таки Мише, какую большую работу он сделал. Если сравнивать все-таки с 2018 годом, где он был прекрасен, но сейчас вот в нем такая хореография. Мне кажется, что вот все мы говорим про хореографию Джейсона Брауна, что вот он какой-то потрясающий. Миша ничем не хуже. Вот единственное, чересчур серьезный он в этом «Щелкунчике». Но все равно программа волшебная. Ну и последняя программа Миши, которая необычайно интересна, это произвольная программа «Танго в сумасшедшем доме Шнитке». И здесь эта программа, мне кажется, недооцененная по многим показателям. Интересные позиции с костюмом, да, когда он обхватывает себя руками, и у него белый костюм, но руки у него одна рука черного цвета, другая перчатка там белого цвета. И это интересный такой момент. Музыка очень сложная, то есть вот сложнее музыку не представить и раскрыть ее невероятно. Миша попытался, но мне кажется, вот опять же половина народа не поняли ситуации. Прекрасно был акцентный кораблик с руками, с прыжками тоже не все, слава богу. Единственное, во второй части программы, когда была дорожка, мне опять не хватает эмоций. Вот как-то вот единственное мое пожелание, чтобы он раскрывался еще и как артист, не просто хореография, но вот чтобы мы ловили каждое движение, чтобы мы вот прям дышали в унисон тому, что происходит на льду. Но в любом случае это такие мои, знаете, придирки. Опять же, повторюсь, кто я такая, чтобы уж прям совсем судить.
обсудить, но это единственное мое такое субъективное пожелание. То есть обязательно посмотрите вот эти 5 программ: «Белый ворон», «Щелкунчик», «Кармен», «Последняя танго в сумасшедшем доме», просто «Танго в сумасшедшем доме», Моцарта, и вы не пожалеете потраченного времени. Ну вот, в принципе, все, что я хотела сказать сегодня, я озвучила. Миша, я пожелаю удачи, крепкого здоровья, раскрывайся со всех сторон, и мы тебя ждем, человечек, с новыми классными программами и выступлениями. Ну, я рада вашей обратной связи. Еще раз повторюсь, да, пишите в комментариях, как вам Миша, как вам подкаст, если вы смотрели, как вам какие-то выступления, может быть, кому-то нравятся более веселые номера у Коляды, такие тоже есть в американском стиле. Всегда рада какой-то вашей связи, вашим комментариям. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.